Привет, Тули, красотули. Сегодня речь пойдет про тайтл, который вообще не алло и ни разу не угу. Узаки хочет тусоваться 2. Всю боль и ненависть к этому произведению я выразил в ролике про первый сезон. Можете посмотреть сразу после перехода в мою телегу, где я спамлю жизненными приколами. Спасибо! Пора окунуться в кал, опять и снова, ура-ура. В аниме, представляете, все еще зима, вместе с тем новогодние праздники, отдых и совместное положительное времяпровождение, он как герой себя хорошо чувствует. Одним словом, романтика. Ладно, на практике напомню вам, что это за тайтл. Есть ГГ, зовут Шиничи Сакурай, есть ГГшка Хана Удзаки. И весь сюжет заключается в том, что тварь донимает бедного несчастного обиженного жизнью молодого. Все. Нет, ну еще, конечно, естественно, есть всякие второстепенные герои. Вот, Ицухита Сакаги, друг горемычного и по совместительству ходящий кринж, пытающийся найти какие-то точки соприкосновения между героями. Всякие, знаете, вопросы о прошлом задают, темы о будущем заводит, проще говоря, сваха. Но чтобы в аниме хоть что-то происходило, самое время отправиться в боулинг. Шутки и юмор в том, что Хана думала, мол, Сакурай не умеет попадать по кеглям, а оказалось наоборот. ГГ замотивирован на фатальную победу. К слову, реально победил, на кону даже было какое-то желание, которое должен выполнить проигравший, но об этом уже никто не узнает, не расскажет. Несчастье-то какое. У меня, видите, тут то есть тоже боулинг. Вот сейчас этим шаром жестко сделаю страйк. Так, раз, два, три. Другая, вторая, следующая сваха Ами Асай. Мало того, что Что, дочь владельца кафе, где трудятся горемычные? Так еще и форменная шизика. Вечно себе какие-то мемы в голове воображает, непонятно кого, как и где, и куда, и в каких костюмах представляет. И представляете, все дошло до того, что по счастливому стечению обстоятельств заведений выходной. А значит, самое время заставить работников примерить все возможные потенциальные новые формы для тактичного маркетинга заведения. Кринж. Все настолько бестактно, что даже Удзаки-старшей довелось услышать предложение надеть футболку. Неодобрительно, осудительно. Старый творческих порывов дочери тоже не поддержал. Наказание соответствующее. Из неважного. Герои каждую ночь тыкают кнопки на геймпадах, и от того на утро вместо того, чтобы слушать лекции, Шиничи спит. А Хана рассказывает подругам всякие небылицы, мол, тот самый, с кем она каждый день проводит время, для нее вообще никто, звать никак, и сама ГГшка составляет челу компанию чистой жалости. Ясно. После такой пасты пора тоже спать. Ну, чтоб типа поняли, все вокруг столпились, на парочку посмотрели и поняли, все вышесказанное один большой мем. Понятно. Непонятно. И снова совместный поход по магазинам, причем все вместе, всей компанией, обе свахи горемычные. Потому что как-то ведь нужно загладить вину перед Ами за то, что она не стала свидетелем совместного сна посреди университета. Что до самих веселых путешествий, так единственным реально важным приобретением оказался очередной новый купальник. И все потому, что Удзаки во время плавания в кои-то веке услышала комплимент от Шиничи. Он, правда, не сам до лестных слов додумался, ему Асай подсказала, а про причины и следствия это уже так, второстепенное, неважно, значения не имеет. Вот что реально да, так это какие-то негативные студенты, мешающие каким-то школьникам пинать мяч на спортплощадке, между прочим, платной. И чтобы вы думали, так неудачно совпало, что Шизы знакомы с Сакаки, который недавно бывал с ними на групповом свидании. Ну, в смысле, не с ними, а там был он, и они, и еще 4 девушки. Вот. Только проблема такова, что особам вечер вообще не понравился. Они так Ицухита и сказали. Во всем виноваты Шизы, занявшие своими историями и хвастовством все эфирное время. К чему это? Точно. Спортсмены решили, что виноват во всех их злоключениях уж слишком обаятельный конкурент, поэтому будет реванш на футбольном поле. И, естественно, оказалось, что Сакаки не только, но еще и олимпийский чемпион, а под конец так вообще. ГГ тоже силушку богатырскую почувствовал и всех отправил в нокаут, плюс забил гол. Поздравим! Между тем, представляете, Удзаки представила, что было бы, если бы Дакабы на год старше была наоборот она. Мол, кто бы в таком случае занимался бы кибербуллингом. Томить не буду, она бы и занималась. То есть 0 отличий от нынешней ситуации. Приятного аппетита. ГГ приготовил лапшу. Его этому научила мать горемычной. Нет, стойте. К несчастью, макароны получились неровными, все нужно переделать. И пока Сакурай занят хрющом, самое время Удзаки-старший поговорить с дочкой касательно сложившейся ситуации. И это вроде как мем, должно быть смешно, потому что мать думала, что у дочери просто что-то не так, а дочь подумала, что мать знает о том совместном сне посреди университета, а она нет, и в общем да, одним словом, недопонимание, смейтесь. Из важного, у твари оказывается есть младший брат, уплетающий лапшу, и младшая сестра, которую не показали. Зато я покажу себя. Внимание, скоро состоится школьный фестиваль. Горемычные по такому поводу уже даже наметили план, как успешнее всего можно бездельничать, сидя дома, играя в игры. Как вдруг откуда ни возьмись появился Ицухита и говорит, мол, все, срочно, дело высшей важности и серьезности. Его попросили помочь с организацией, и бедолага предложил провести лотерею. Так что теперь в честь собственной идеи вынужден ее рекламировать. Кстати, главный приз — игровая консоль, которая точно нужна горемычным, а чтобы шансы были больше, нужно посетить самые дорогие лавки, например, ту, что с предсказанием, гаданием и прочей ерундистикой. В общем, план сработал, удался. И значит, герои направляются зарабатывать баллы. Везде походили, рыбок половили, еду поели, на клоунов посмотрели, пора и за теми самыми предсказаниями сходить. Правда, очередь большая, но ничего, можно подождать. Только непонятно, чего вдруг все вокруг так смотрят. Подозрительно.
Ах, да, точно. Ясно. Лавка в большей степени предназначена для девушек, желающих узнать свою любовную судьбу. А тут так совпало, что посетительница уже пришла с судьбой под ручку. Но остановки воспрещаются, уходить нельзя, нужно обязательно поучаствовать в параде кринжа, иначе никак. И что вы думали, у горемычных 100% совместимость? Радоваться по такому поводу или плакать, решайте сами. Но вот находившийся под прикрытием Асай точно однозначно чрезвычайно довольна. А насчет самих героев, так они друг друга не поняли. И Удзаки такая типа, да, ну нет, это просто прикол, ни на что не влияет. И Сакурай это принял на веру, ведь действительно прикол. Но на практике тварь теперь обижена, что ее еду не оценили выше обычного. Совместимость же 100%. Значит, ГГ вообще должен, обязан благодарить судьбу каждую секунду, хотя почему-то этого не делает. Ну, ладно, тогда забыли. А что было-то? Простите, вру. Хана все помнит, думает, да вот представляете, реально думает, и все никак не может выбросить произошедшее из головы. Теперь, видите ли, события повернулись так, что ГГшка категорически уверена в ответных влюбленных чувствах со стороны Горемычного. А только первый шаг, думает, он сделать не может, а, как понимаете, тоже вне способностей и возможностей. Значит, правильно, на помощь просто обязаны прийти профессиональные свахи. И вот это да, Сакаки решил вот так сразу зайти с козырей. Говорит, мол, время идет, а свадьба не ждет, того, глядишь, Сакурая уйдет другая женщина. Потому что если кто-то не знал, никто не знал. ГГ пользуется глобальной популярностью среди противоположного пола. Все в шоке, Удзаки в шоке. Как же быть, что ж делать? Как опередить соперниц? Об этом уже придется думать дома во время очередного кукинга. В крайнем случае можно спросить совета у матери. Она, правда, представляете, до сих пор воображает, что сама не безразлична Шиничи. Отсюда и мемы, и невнятные ответы, и так и быть, есть дельные действенные советы. Нужно всего-то навсего вступить в секретный телеграм-чат. Что? Нужно всего-навсего проявлять искренность. Спасибо, ясно, понятно. В честь такого Хана даже решила в кои-то веки без приколов похвалить стряпню. Но есть один нюанс, мать Горемычного тоже хвалит, а он ее еще и по имени называет. И все, понимаете, Горемычная поняла, нож в спину прилетел от самого близкого человека. Неожиданно. Ожидаемо, в честь случившегося случилось общее собрание в кафе с обсуждением произошедшего. К счастью, все выяснилось быстро. Оказывается, Хану Горемычную по имени не называют, что, конечно, ну очень обидно, прям-таки неприятно. Но ладно, главное, все хорошо закончилось, совсем разобрались, имена узнали, все хорошее сказали. Поздравляем! Там разве что мать не поняла, почему в отношениях сначала начались отношения, а потом нормальное обращение. Ну, это она, знаете, просто не знает, что никаких отношений нет. Возможно, потом когда-нибудь узнает. И снова Сакурай записался в качалочку. И представляете, вот так совпадение, тренером оказался отец Удзаки. Вот так повезло. Повезло же, да? Нет, будь семейный совет. Отец в шоке. Почему? За что? По какому такому ненастью дочь стала взрослой? Она, представляете, говорит, мол, если честно, никакие они не влюбленные, просто друзья. И Хана, получается, чисто по-дружески водит его домой. Ходила к нему домой, еду готовила и прочие лучшие качества. Отец в шоке, и уже даже все остальные тоже в шоке. Подробности проблем шизы каждого члена семьи я, конечно, говорить не буду. Единственное, что вам нужно знать, расчет в тайтле был на то, что должно быть смешно. Смешно не было, а еще, чтобы вы знали, Сакурай теперь тренируется каждую наносекунду. Конечно, не только дома, но и в зале не зря же записался. Жаль, только вместо гантелей происходят душные диалоги, рассказы, истории о том, какие у Фудзио серьезные проблемы с проблемами дочери. Что вот у нее есть ухажер, но он вроде и не ухажер, и как быть непонятно, хорошо это или плохо, стоит ли торопить события или да. И даже Сакурай не забыли спросить, что он как представитель молодежи думает о ситуации. Ответ не убил. Видимо, парень очень дорожит девушкой. А вот эти стрелочки на экране авторы специально добавили, чтобы типа смешно было и понятно, что речь во всех событиях шла о Горемычном. Смеетесь? Шли как-то Геродот с Гиппократом по пустыне. Шли. И тут авиаконструктор совсем устал. И сил выбился. Все, дальше по пустыне идти не может. Поэтому, товарищи, пошли по дороге. Так Гиппократ придумал подорожник. Тем временем дни опять шли, и да, готовились, встречались, кошки знакомились, и вот случился день рождения. Вся семья Удзаки-старшего поздравляет, счастья, здоровья, желает, добро, любовь и процветание. Стоп. Хана, представляете, поняла, что не знает, когда именины у ГГ. К счастью, это не проблема. На очередном плановом собрании по вопросу любовной успеваемости Асай поделилась конфиденциальными данными о том, как они в прошлом году поздравляли Горемычного. Он сюрприза не оценил. А вот и сейчас Сакурай абсолютно безразлично отнесся к поздравлениям и подаркам от Удзаки. День прошел как обычно. Разве что был торт и вечерняя прогулка с душевным разговором о будущем. Его, так сказать, не предвидится. Потому что следующий год для молодого будет завершающим учебный процесс. Но ГГшка так и поняла, нужно срочно действовать и напрямую заявить о своих хотелках. Хана желает, чтобы Шиничи остался на второй год. Ужас. Но рано не радоваться. У Горемычной есть надежный, возможно, даже рабочий план. Нужно всего-то за оставшийся год учебы успеть сблизиться настолько, насколько не получилось за уже прошедшее время. К несчастью, с чего начинать, какие знаки внимания проявлять, Удзаки не знает. Спросила совета, никто помочь не может. В итоге думала и решила приготовить обед. К счастью, несмотря на лишнее внимание со стороны домочадцев, еда все-таки получилась, и последующее совместное употребление тоже случилось. Одним словом, повезло, сработало. Другим беда, Янаги, которая младшая сестра, тоже, представляете, думала и поняла, нужно, раз родственница не хочет делиться сокровенной информацией, узнать все самостоятельно. Поэтому случилась отмена
смена похода в школу, получение информации от матери о расположении кафе и, собственно, посещение того самого заведения. Ханна, конечно, такого прикола не оценила, слова сказать не может, предложение связать тем более не в состоянии. Зато Сакурай такой молодец, такой обходительный, такой вежливый, услужливый, плюс уже непринужденный разговор завязался, и младшую сестру можно без «вы» называть просто по имени. И выходит, за 0 минут общения Янаги добилась того, чего Ханна умудрилась достичь за половину аниме-сезона. Обидно. Ну то есть все, Удзаки реально обиделась. В итоге обоюдоострая перепалка завершилась тем, что Шиничи признался, мол, Ханна для него особенная. Что бы это ни значило, слова сработали воодушевляюще. И то хорошо, и то ладно. Единственная проблема в том, что Янаги, придя домой, решила поделиться информацией о произошедшем с матерью. Мать в шоке, потому что ее мысли, сами знаете, не в той степи, не в том направлении, проще говоря, кринж. Из неважного, Кири на младшем брате тоже решил не сидеть без дела, когда все родственники занимаются непонятно чем. Правда, поход в спортзал, где работает отец, оказался не лучшим решением. Диды штанги тяжелее тягают, бабки, кто мог подумать, бегают, а в бассейне так вообще кто-то плавает. Ну, в смысле, слишком хорошо, опять же лучше самого Кири. Рыба, если не поняли, был горемычный. Далее по плану семейная поездка. Санкционировал отдых Фудзио. Хочет, понимаете, чтобы родные отдохнули, откисли на горячих источниках. Но, если честно, цели не только лишь благие. На практике отец не может принять, что дочь взрослеет и становится все дальше. Спросите, почему понимание случилось так поздно? Ну, даже если не спросите, я отвечу. Аниме просто скоро закончится, а новый купальник Удзаки еще не надевала. Короче говоря, синоптики прогнозируют тотальный скип. А, нет, подождите, тут, представляете, случилась фатальная случайность. Горемычная решила прогуляться, и чтобы вы думали, наткнулась на Горемычного. Благо, герои поздоровались и разошлись. И все потому, что нужно ценить возможность провести время с семьей. Это правильно, одобряю. В итоге Удзаки реально провели семейный отдых. Кири по такому случаю даже пожалел, что не поехал. Жаль. Между тем, скоро Новый год. Правда, ни от кого никаких приглашений на совместное времяпровождение праздников пока не было. Ну и Удзаки думала, и пока думала, не заметила, как рядом объявился требующий снять кофту Сакурай. Как оказалось, футболка нагло взята в пользование у Горемычного. Впрочем, все равно, пусть виноватый ГГшка, крайним оказался Горемычный. Поэтому предстоит смотреть страшные фильмы, только страшнее то, что боится сама Ханна. И все, домой она теперь не пойдет, остается ночевать в гостях, ведь мало ли вдруг что так, может быть на улице призраки всякие, какая-нибудь шиза. К счастью, как раз для такого случая есть гостевой матрац, а сама Удзаки не забыла захватить с собой второй комплект одежды. Конечно, лучше бы забыла. Из очень крайне категорически важного. У Шиничи, оказывается, есть семья, которую нужно в кои-то веке навестить, а то уже столько лет, сколько зим не был дома. И чтобы вы думали, у ГГ вообще-то есть младшая сестра, о существовании которой он и сам не догадывался. Просто так уж получилось, что 50 лет вообще не старость, а самое что ни на есть молодость, потому отец решил сбагрить сына куда подальше в отдельную квартиру, чтобы тот учился и не мозолил глаза родителям. Как говорится, счастья, здоровья, семейного благополучия. Спасибо! Флэшбэк. Вот тогда еще в школьное время, когда Горемычные ходили на кружок, плавание было очень положительно и крайне респектабельно. ГГ был такой молодец, помогал Удзаки, во всем ее поддерживал, подсказывал, прям да. Асаи и Сакаки всю эту историю слушали, было интересно. Что до домашних хлопот Сакурай, так помимо спарринга с отцом случилось важное жизненное нравоучение. Если коротко, женщина в доме повод задуматься. Ну и ГГ в честь такого подумал и впал в глубокомысленные раздумья. Потому что действительно нельзя же так, нельзя жить с неопределенностью в отношениях, ведь он так и ГГшку обижает, и себя тревожит, и вообще, вот уже в кафе собрались все другие мужественные мужчины. Говорят, мол, нужно быть мужчиной и пора сделать решительный первый шаг. Потому хотел было молодой при встрече хотя бы поблагодарить Ханну, как вдруг получил в свой адрес очередную тонну словесного кринжа. Посыл такой, что вместо нормального человеческого отношения и приглашения совместно провести праздники Удзаки выставил Шиничу лохом, который никому не нужен, но она так и быть готова составить компанию, потому что кто, если не она? Звучало, видимо, слишком обидно, раз Горемычный решил закрыть дверь и не пускать тварь за порог. Молодец. Туда ее. Ладно, беда бедой, из ситуации нужно как-то выходить, иначе праздничные планы могут не сбыться. Правда, извиниться Ханна не хочет, не может и не в состоянии. А раз так, значит кто-то в очередной раз должен помочь продвинуть отношения вперед по карьерной лестнице. В этот раз гением будет Янаги. Она, представляете, заявилась в кафе и вот так прям сразу в порог говорит, что хочет отметить Новый год вместе с Сакураем. Но ей же не запрещали приходить в гости, так что почему бы и нет, если да? Да, потому что нет и все. Раз так, Горемычная вообще готова пойти на приглашение Горемычного к себе. И неважно, не имеет значения, что родители будут дома. В общем, на том и договорились. Ладно, извините, значение еще как в наличии. Тут, видите ли, наконец случилась развязка Санта-Барбары. Фудзио понял, о ком говорила его дочь, о ком говорил его подопечный. А Шиничи тоже понял. И все понял. И вы поняли. Одна только Удзаки не поняла, с чего вдруг возникло какое-то напряжение. Ну, как бы так
так сказать, понимаете, нужно отойти в сторонку, чисто на пару слов поговорить о совпадениях. В общем-то, было бы неплохо, если вечер прошел без казусов, инцидентов и вообще ГГ вел себя как ни в чем не бывало. Будто информация от отца о влюбленности дочери не существовала. И все бы ничего, застолье продолжалось, шло, но Сакурай в какой-то момент уже совсем не мог скрывать навязчивые мысли. И тут ему, что вы думали, пришла гениальная идея. Нужно всего-то влить в себя как можно больше сахара, и того, глядишь, мозг настолько устанет, что придется шлепать домой. Или то лучше впоследствии вся полученная информация забудется. К несчастью, нет. К счастью, все пошло не совсем по плану. И случайный фактор в виде Ханы воспрепятствовал уходу Горемычного домой. А вместо этого, спустя пару недвусмысленных вопросов, молодой задушил всех драматичным монологом о своей неуверенности, необходимости собраться и начать действовать. И, если в двух словах, это любовь. Но, как бы то ни было, время уже позднее, значит, нужно как-то спроводить молодого домой. Чтоб точно ничего не случилось, нужно ехать на такси. И желательно в сопровождении отца. К счастью, помощь не понадобилась, упал Сакурай, только добравшись до спального места. К несчастью, под удар по чистой случайности попала Удзаки. Но ничего, не стоит волноваться, пора спать, спокойной ночи. А что на следующий день? Так представляете, молодой все-таки все забыл. О, ладно. Значит, все будут вести себя так, будто бы ничего не было. Простите, конечно же, никто ничего не забыл. Просто если Шиничи и раньше не знал, как быть, то сейчас тем более в летальном замешательстве. Нужен, одним словом, совет. Правда, от отца ничего, кроме прежних напутствий, ждать не стоит. А пенсионер с товарищем так вообще все это время знали о чувствах Горемычной. Более того, вообще все знали, один только ГГ не замечал происходящего. В итоге Новый год наступает, герои первый раз встречают, и вы могли подумать, что вот сейчас кто-то кому-то что-то скажет. Опять же, как обычно, зря могли. Горемычный пообещал, что они с ГГшкой в новом году обязательно будут тусоваться. Все. Если не поняли, тусоваться они будут потому, что аниме так называется. Правда, в отличие от первого сезона, тусовались здесь другие Удзаки, но тоже Удзаки, поэтому название в целом себя оправдывает. В этот раз топ-5 аниме в жанре романтики не будет, потому что они все уже есть на Рутубе. Переходите, смотрите, преисполняйтесь в познании. Пока.